Здравствуйте всем. Хотел бы поговорить о как пользуется Запад тем, что происходит сегодня на Украине. Э, Помощь посылают правильно, надо посылать. Даже не думайте, что я что-то имею против посылки помощи. Но вот что интересно. Экономика всех этих стран была в конкретной же до того, как началось что-то на Украине. По крайней мере, в Канаде бешеная инфляция. 4.9 в декабре, 5.1 в январе, и только поднималась. И я уверен, что во многих странах было то же самое, в Европе и в Америке. А сейчас вот они выделили помощь, сначала 8 миллионов долларов оружием, потом еще добавили, там 60 миллионов долларов собираются послать оружием с Канады. Опять же, ну не оружием, гуманитарное плюс оружие. Опять же, я не спорю с тем, что Украине надо помочь и так далее. Это уже другое дело. А вчера наша внучка нацистов выступила и сказала, что ребята, держитесь, наша экономика примет удар, потому что мы ввели санкции против России. И вот тут вот начинается интересная тема. А где была наша экономика в декабре, в январе, до санкций? И часть февраля, например, до 24 числа. До санкций. Где была наша экономика? Не было в упаде, не было полной же. Но сейчас они все будут списывать, все эти страны будут списывать свои провалы в экономике, свою неудачную политику экономическую и свои проблемы будут списывать на козла отпущения, на Россию, которая начала войну с Украиной. Опять же, дело сейчас не идет о России и Украине, кто прав, кто виноват. На мой взгляд, виноваты обе политические элиты обоих стран. Да, Россия агрессирует, зашла в Украину, это неправильно, гибнут люди, это неправильно. Жалко Украину очень. Жалко русских, простых русских, не политиков. Простых русских жалко тоже, потому что тоже страдают. Судя по тому, сколько там говорят убитых солдат, у каждого солдата есть семья, которая только что потеряла своего ребенка, своего брата, свою сестру и так далее. Вот. Поэтому жалко очень. И опять же, никогда не скажу, что не надо помогать. Надо помогать. Особенно гуманитарно надо помогать всем, кто страдает. Но вот это вот лицемерие, фальшивость Запада, который сейчас пользуется этим как причиной для своих народов, сказать, вот поэтому у нас проблема в экономике, это равносильно тому же лицемерию, как они кричат, что они демократическая страна, и между этим дубинками и лошадьми погасили все конвои свободы по всей Европе и в Канаде. Вот так вот, как бы, просто чтобы вы поняли, я знаю, что многие сейчас больше волнуют, что происходит на России и Украине, но мне очень хочется тоже показать вам эту точку, чтобы вы знали, что все, что делает Запад, это не просто так и не альтруистически. Он знает, что он делает это в свою выгоду, для себя. Да, он посылает помощь с одной стороны, с другой стороны он это потом спишет. И еще 80% провала экономики спишет все на это. Политически для них это выгодно. Экономически я уверен, что помощь, которую оказывают Украине, этим странам даже близко ничего не сделает для их экономики. Но несмотря на это, политическая элита будет заявлять, что это именно из-за этого. И что мы страдаем, вот граждане Запада и Европы, мы страдаем экономически, потому что наши страны делают что-то правильное. Нет, мы страдаем экономически из-за того, что у нас коррумпированные правительства, которые диктаторы, хотя и заявляют себя демократами, и они пользуются любым удобным случаем, чтобы как-то оправдать себя перед людьми. Вот как-то так. Понимаете, сейчас, видите, даже в Канаде никто не говорит уже ни про конвой, никто не говорит про свободу, никто не говорит, все сосредоточено на Украине. И не потому, что у нас заместитель премьер-министра украинка, вот, а просто потому, что это хорошая причина для политической элиты отвернуть от себя внимание народа. Ведь сейчас же должны начинаться разбирательства, почему полиция использовала такую силу непропорциональную по отношению к протестующим. Как так, что заморозили счета, как так, что вообще ввели чрезвычайный акт. Вот. Но все это отходит на задний план. И никто про это ничего не говорит пока.
Я все равно надеюсь, что то, что происходит на Украине, закончится очень быстро, и не только для себя, а, конечно же, в первую очередь для людей на Украине и для русских, простых русских людей, что это очень быстро закончится и как-то начнет подниматься, люди начнут отстраиваться, подниматься и попытаются как-то продвигаться дальше. Но к тому же вот хочется уже, чтобы это закончилось еще по одной причине, чтобы люди открыли глаза и поняли, что делают их правительства, включая русское правительство, включая украинское правительство, что они делают, как они себя ведут и как от этого потом страдает весь народ. Русский, украинский, канадский, американский, европейский, все страдают. Только из-за этих политических элит. И не из-за чего больше. Из-за их игр. Они играют как в шахматы. Двигают людьми, двигают солдатами, двигают оружием. Просто как в шахматы. А мы, как пешки на этой доске, страдаем вместе. Кто-то больше, кто-то меньше, но все страдают. Поэтому политическим элитам надо уходить. Их надо достаточно быстро, чем быстрее, тем лучше, но в принципе их надо, они не должны существовать, потому что они просто зажрались властью, деньгами, и они делают, что хотят и как хотят. Вот как-то так. Я знаю, что это не про Россию с Украиной. Знаю, что для многих, даже моих подписчиков, сейчас это менее важно. Но просто вот хотелось это высказать, потому что это да, важно. И в какой-то момент мы вернемся к этому. Как и что. Вот. Просто сейчас смотрю, вот только из-за того, что Фриланд сейчас выступила и сразу уже обвинила всю экономику Канады, которая просто в отстое, обвинила это на помощь Украине. Ну, помогать надо от сердца, от души, не пользуясь тем, что ты помогаешь для того, чтобы что-то списать на политической арене. Вы помогли, вот помогите, гуманитарно, оружием, неважно, и закройтесь. Не надо давать эту причину как провал в своей политике. Просто помогите, по-человечески. Но они не могут по-человечески, политические элиты. Они должны использовать любую вещь в своем интересе. Вот как-то так. Спасибо за внимание.